Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим ленивые голубцы. Но не обычные ленивые голубцы. Не будет в них фарша. Мы будем резать мелконько куриную грудку. И капусту я буду использовать пекинскую. Конечно, можно использовать любую другую, но я сегодня готовлю с пекинской. Блюдо очень простое, очень вкусное. Давайте скорее приступим. У меня 400 грамм куриной грудки. Вот, две половиночки – это от одной курицы. Их нужно порезать ножом как можно мельче. Можно, конечно, на мясорубке прокрутить, но это будет не так вкусно. Вот кусочками вкуснее. Так, режем как можно мельче. Я режу сначала на полосочки, затем каждую полосочку на мелкие кусочки. Вот некоторые места у полосочек широкие, ну, значит, еще пополам разрезать нужно. И вот таким образом, как можно мельче, режем куриное филе. Этот рецепт хорош тем, что съедаются все ингредиенты. У меня, когда мой младший сын был маленький, он обычные голубцы всегда разворачивал. Серединку мяса кушал, а капусту выбрасывал. Ну вот в этом рецепте капусту выбросить невозможно. То есть если у кого-то тоже дети не едят капусту с голубцов, то тут будут кушать. Филе порезала. Вот такие кусочки небольшие получились. Теперь нужно взять 400 грамм капусты. То есть сколько филе грамм, столько и грамм капусты должно быть. Капуста, как я уже сказала, может быть не обязательно пекинская, может быть обычная белокочанная. Единственное отличие от пекинской в том, что белокочанную капусту, прежде чем измельчать, нужно ошпарить кипятком. Для того, чтобы, когда мы будем жарить ленивые голубцы, она не горчила. Пекинская капуста не горчит. Измельчать я буду вот в этой штуке. Поэтому нарезаю капусту кусками и помещаю в измельчитель. Капусту измельчила. Вот посмотрите, не в кашу, а просто мелкие кусочки. Но не в кашу, не в пюре измельчить нужно капусту. Теперь нужно в этом же измельчителе лук измельчить. Лук тоже предварительно порежу на кусочки. Одна большая луковица. Если лук маленький, то две. Готов лук. Отправляем в тазик к капусте и курице. Перемешаю все немножко, чтобы лук мне глаза не ел. Потому что злой, слезы сразу. Теперь нужно натереть морковь. Одна, ну немножко больше средней моркови. Ну если будет большая морковка, тоже неплохо. Натираем на обычной терке, не мелкой, не крупной, вот такой. Морковку натерла. Отправляю морковку в тазик. Теперь надо все перемешать хорошенько. Теперь нужно посолить, поперчить, и я еще добавляю сладкую паприку для цвета. Это все делается по вкусу. Поперчила. И сладкая паприка и для цвета, и для вкуса, ну, примерно чайная ложка. Все хорошенько перемешиваем. Можно попробовать так, слегка соль. Но сильно солить, то есть чтобы вкус был прям вот уже так, как вам нравится, не нужно. Потому что большая часть вот этой массы – это овощи. Они, естественно, ужарятся и будет слишком соленая. Поэтому нужно посолить, но так, чтобы на вкус был недосол. Ну вот соль добавили, сразу капуста сок начала пускать. Это хорошо. Далее в эту массу нужно добавить 2 куриных яйца. Размешать. Я всегда добавляю 2 столовые ложки крахмала. На вкус это никак не влияет, но зато голубцы получаются ровненькие и не разваливаются. Вот у меня 2 столовые ложки крахмала, обычный картофельный крахмал. Размешиваем.
И последний ингредиент – стакан отварного риса. Рис не обязательно отваривать прямо до полной готовности. Можно такой полуготовый. Все равно мы будем еще тушить в духовке голубцы. Почему я добавляю этот ингредиент в конце, уже после того, как все посолила и поперчила? Ну, потому что мне кажется, что с рисом сложно определить, сколько соли и перца нужно положить. Рис варился в несоленой воде, и как-то, непонятно. Во всяком случае, это у меня так. Если вам все равно, можете в любой момент добавить рис. Главное понимать, что на 400 грамм мяса, фарша, либо куриного филе, 400 грамм капусты, 1 морковка, 1 луковица и стакан отварного риса. Про яйца и крахмал уже понятно, это обязательно. Все, масса на ленивые голубцы у нас готова. Теперь нужно поджарить аккуратненькие голубчики. Наливаем подсолнечное масло, 2-3 столовые ложки. Сковородка уже нагрелась. Можно выкладывать голубцы. Аккуратненько. Формируем ровненькие такие голубцы. Жарим до тех пор, пока не подрумянятся с одной стороны, затем перевернем на вторую сторону. Перевернула. Вот такие румяненькие получаются голубцы. Те, что готовы, перекладываем в емкость. У меня это стеклянная кастрюлька, в которой я буду помещать в духовку. Вот, друзья, я пожарила все голубцы. Посмотрите, как много их получилось. Сейчас нам нужно приготовить соус, в котором мы будем тушить наши голубцы. Соус простой. Чашка, 200 грамм сметаны, 200 грамм любого кетчупа, 100 миллилитров воды. Все это смешиваем. Отправляю сметану, кетчуп и 100 миллилитров воды. Все хорошенько размешиваем. Теперь этим соусом поливаем голубцы. Поливаю так аккуратненько, чтобы везде попал соус. Теперь я накрываю крышкой свою кастрюлю и отправляю, так как кастрюля у меня стеклянная, то я буду ставить ее в холодную духовку. Выставляю 200 градусов, отправляю туда свою кастрюлю стеклянную и оставляю ее в духовке на 30 минут. Через 30 минут достаем, голубцы будут готовы. Если же вы будете тушить голубцы в металлической форме, то сверху форму нужно накрыть фольгой, выставить температуру 200 градусов, разогреть духовку и поставить металлическую форму в духовку на 20 минут. Полчаса прошло, я достала кастрюлю из духовки. Вот, друзья, вот такая красота у нас получилась. Блюдо очень экономичное. Из 400 грамм грудки получается целая кастрюля голубцов. Блюдо очень вкусное, легкое. Я думаю, что вам должно обязательно понравиться. Попробуйте приготовить. Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень интересно ваше мнение о моей работе. Я всем желаю здоровья, счастья. До встречи на моем канале.